Итак, продолжаем отвечать на вопросы по банкам и финансам в Грузии. Вопрос такой: какая валюта популярна и более выгодна при обмене в Тбилиси? Тоня спрашивает. Первая поездка в Грузию. Настроилась на хороший отдых и на положительное впечатление. Город Тбилиси. Подскажите по обмену валюты, какие деньги предпочтительнее брать с собой? Как в столице с обменом? Здесь дали два ответа, я сейчас почитаю и прокомментирую их. Ответы интересные, ответы правильные. Георгий. Я ездил с рублевой валютой, никаких проблем не возникло. Обменные операции доступны каждому в Тбилиси, учитывая поток туристов, этот момент отработан хорошо. Обмен делал нескольких банков. Менял не все сразу по мере необходимости. Курс меняется каждый день, это правда. Обычно за 1046-48 лари, бывает по 50. Зависит от банка и опять же от спроса на валюту, да, там от этого. Правильно, согласен с тем, что особого разбега нет. И просто когда большие суммы, то приятная мелочь. Опять же, у меня и у моих коллег все на карточках, и мы особо с налом так и не дружим, да. Первые обменники, пишут, да, увидели до столицы. Обменников в Грузии очень много. Огромное количество, что в Тбилиси, что в Батуми. Понятное дело, что в маленьких городах там, или там в маленьких селениях обменников нет, но, скажем так, это не беда, потому что до ближайшего города, там, не знаю, час езды, и вы уже в городе поменяете вполне себе хорошо. В банках, опять же, в обменниках обменяют и турецкую лиру, и манаты, и китайские юани, и там все что угодно, да, там, то есть вы в принципе, если у вас есть валюта, поменять вы ее сможете, опять же, по вполне нормальному курсу, потому что здесь огромная конкуренция людей, не людей, организаций и мелких лавочек, которые скупают валюту, и поэтому всегда можно найти хороший курс. Юрий отвечает, ответ и с Юрием я тоже согласна. Здесь в Грузии кругом грузинский лари, и это национальная валюта. 1 лари это 100 тетри. Тетри это копейки. 1 лари это получается как 100 копеек. Да? В одном долларе, чтобы вам было понятно, 3, вот на сегодняшний день, на 22 мая, 3 лари, там 35-40 тетри. 100 долларов, когда вы даете 100 долларов, вам дадут 330, сегодня 333, 335, в зависимости от обменника, лари. Доллар, рубль и евро не идут в оплату товаров или услуг официально. Ну, оплата долларами либо евро может быть производиться только в режиме, может быть, оплаты жилья там, да, или какой-то частный такой момент, да, либо все остальное поскольку здесь лучше всего я рекомендую это брать с собой, там, не знаю, там, доллары, евро и менять их на лари. В частном порядке можно договориться, но здесь идет потеря в деньгах. Курс гораздо ниже среднего. Друзья мои, я вам сразу говорю, когда вы где-то попали в ситуацию, где вам нужны наличные деньги, например, у нас тоже была такая ситуация, мы сидим в ресторане, оказывается, терминал не работает. У нас есть доллары, нет лари. Ну, как бы доллары есть, лари нет, и соблазн был рассчитаться долларами, но курс будет очень и очень невыгодный. Поэтому проще всего заказать Яндекс.Такси, доехать до обменника, да, на Яндекс.Такси. Он вас подождет, такси здесь очень дешевое. Архи это самое дешевое такси, где я был, это вообще в Грузии. Он вас подождет, счетчик тикает, недорого, да, вы поменяете спокойно в обменнике и приедете назад. Тут как бы все нормально. Причем таксист не повезет вас какой-то там свой обменник, а они там все знают и все куда привезут. Как бы здесь очень и очень добропорядочные, ну, люди, да, теплые, то есть как бы здесь поначалу первый год напрягаешься, потом привыкаешь и думаешь, как бы, что так это везде. Считается самым выгодным доллар. Согласен. Его курс на сегодня 100 долларов 340 лари. За 1000 рублей 46 лари. За 100 евро 414 лари. У грузин больше котируется доллар. Ну, они к нему как-то более благосклонны, наверное, да, там опять же, как бы, ну, вот лучше доллары. Не только Тбилиси, любой город, Батуми, Тбилиси, Кутаиси, ну, Кутаиси, так, Батуми и Тбилиси кишит обменниками, здесь согласен. То есть, как бы, вам только надо ходить и, в принципе, выбирать лояльный курс. Опять же, как бы, смотрите на вывески, опять же, очень часто на вывеске может быть один вариант, да, а на самом обменнике может быть другой, там курс поменялся, а вывеску еще не поменяли, поэтому сразу спрашивайте, сколько я получу, и пусть вам пишут.
Вот я все время приходил раньше, говорю, напишите мне, вот $100, сколько я получу лари. Там, может, как комиссия есть, может нет. Пишите, пусть вам напишут и будет нормально. Один из нюансов, о котором нужно знать, комиссия процент банка. То есть, как бы, скрытая от ваших глаз. Вот и тут правильный совет. Всегда спрашивайте, сколько за такую сумму вам выдадут на руки. Вот просто уточняйте, будьте щепетильны. То есть, когда вы щепетильны в этом вопросе, там как бы от до Т3, да. Если кассир не понимает на русском языке, то есть вот, да, попросит калькуляторе, причитающие мне суммы. Так и сделали, менять не стал, процент обслуживания. То есть, ну, опять же, бывает как, что курс высокий, но они могут взять комиссию там за обслуживание, там, допустим, полтора лари за обслуживание. Тоже неправильно. Поэтому как бы здесь, в принципе, надо смотреть. Банковские отделения, либо частные лавочки, в принципе, меняют хорошо, но четко должны понимать, да, вот я не слышал, что давали эти обменники, там какие-то фальшивые деньги. Нет, но вы должны четко для себя понимать, сколько вы получите и пересчитать эти деньги у себя. С чем не согласен? Менять в отделении нужен паспорт. То есть, если вам нужно будет срочно поменять, то нужно помнить о режиме работы, при себе носить документ. Друзья мои, не совсем верно. На моем опыте. В отделении, когда вы меняете валюту, сдать вы можете без паспорта. А купить нужно с паспортом. У меня был такой инцидент. Сдаете вы без документов валюту. То есть у вас принимают валюту без документов. А вот купить ее, допустим, за лари доллары, вас попросят паспорт. И это правда. В незнакомом городе менять у кого-то с рук, ну там просить у таксиста там, да, или у кого-то там типа там Вано знакомый, лучше, то есть вам проще всего либо два варианта. Либо с карточкой доехать до банкомата и там поменять, либо поменять где-то в обменнике. Обменников в Грузии очень и очень много. Фальшивые деньги, обман с курсом, итоговый, целый театр проблем. Я не слышал, да, от моих знакомых, может, я не с теми общаюсь, да, но опять же, как бы, может и есть какой-то, скажем так, если вам дали фальшивые деньги или вас обманули, то есть смело вызывайте полицию. Вот на месте стойте, идите, полицию вызываем и все, дальше разбираемся. Оставайтесь на место, звоните в полицию и там попросите прохожих, чтобы вам вызвали эту полицию. Полиции в Грузии тоже очень много и сразу все разрешается. Вот полиция решает здесь, она вполне себе хороша. Не вздумайте с полицией спорить, полиция приедет, решит, она в принципе в адеквате и все хорошо. Берите валюту какая есть, ибо обменять можно любую, это правда, предпочтительнее доллар, тоже правда. Пользуйтесь проверенными способами, банковские отделения, обменники, тоже отличный, да. А расчет банковской карты актуален. Но опять же надо, вот смотрите, лучше всего уточните у вашего банка, какой банк в Грузии берет меньший процент, да, то есть как бы какие, потому что очень часто бывает как, вы снимаете в банке Грузии деньги, и вот банк Грузии отправляет запрос к вашему банку, допустим, на снятие долларов, ваш банк пересчитывает там по своему курсу, отправляет в Грузию, ну, ответ там, да, здесь пересчитывает там по своему курсу, и получается, там процент взяли, поэтому надо четко для себя понимать. Кто-то снимает, допустим, в TBC банке, снимает со своей карточки доллары, и потом меняет их на лари, кто-то меняет там со своей карточки, переводит сюда русские рубли на карточку Грузии, и меняет здесь выводит лари. То есть, опять же, у разные банки, разные комиссии, уточняйте у своего банка и смотрите. Есть банки, где вы условно, не условно, а просто покупаете и получаете кэшбэк, да, на карте, которая у вас есть. Я слышал, что есть банки российские, которые дают неплохой кэшбэк, независимо там, это заправка Грузии, либо там магазин, либо что. Друзья мои, хороших обменов, ярких впечатлений, красивого отдыха. Не забывайте приходить к нам на каталог Мадлоба. Здесь мы собрали, куда идти, куда обращаться, кому заказывать, где лучшие туры, где лучшие гиды. Здесь вам действительно помогут. Спасибо за внимание. До свидания.